Привет! Я Оля, свекла арт, и сегодня я хочу вам показать, как нарисовать грушу, но очень-очень в такой легкой технике прозрачных акварелей. Недавно я получила вот такую книгу. Книга «12 простых уроков. Воздушные акварели» от Юко Нагаямы. На профиль этой художницы я подписана давно в Инстаграм. Мне очень нравится волшебство ее акварелей. И прочитав ее книгу, я вдохновилась еще больше и начала с груши. Хотя, в общем-то, мне очень близок ее стиль. Я сама работаю в таких не очень многослойных техниках, ценю воздушные свойства и прозрачность акварели. В общем, давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот такая груша по итогу у меня получилась. Времени на нее ушло около 15 минут. Сейчас вы все это увидите без ускорения и с моими объяснениями. Книга действительно вдохновляющая. Первые уроки совсем простенькие, но в каждом из них автор дает полезные рекомендации и советы, а также готовые рецепты по смешиванию цветов. Грушу подобрала я в магазине, выбирала та, которую мне захочется нарисовать, и оказалась вот такая красненькая груша. Рисовать я буду на целлюлозной бумаге. Это скетчбук из целлюлозной бумаги, 200 грамм плотности. Карандашный набросок я делаю не особо проработанным, просто очертания груши и черенка. И сразу же начинаю работать акварелью. Итак, какие же цвета сегодня мне понадобятся для груши? Как видите, я работаю сразу такой очень влажной кистью, на которой очень много и воды, и краски, и позволяю краскам смешиваться на бумаге. Начинаю с желтовато-зеленоватых оттенков и ухожу сразу на красный, чтобы красный в желтенький влился. В роли желтого у меня кадмий желтый, в который я кое-где добавляю зеленую, так и называется краска от Невской палитры. И в роли красной у меня сегодня рубиновая, тоже от Невской палитры. Итак, сегодняшние основные цвета для груши это кадмий желтый, зеленая, рубиновая. И в конце для черенка и для тени а также для усиления самой груши я буду добавлять индиго. То есть вот эти 4 цвета мне сегодня и понадобятся. Работаю довольно быстро, потому что на целлюлозе все высыхает, а также, повторюсь, беру много воды и краски на кисточке. Кисточка у меня вот такая вот сразу, не тоненькая, толстая. Это кисть с Алиэкспресс от Art Secret. И стараюсь все сделать, в общем-то, набрать весь объем груши в один прием. Хотя это не очень получится, и мне придется после просыхания все равно добавлять, но однако. Сразу вижу рефлекс, там, где будет тень, и рефлекс от стола, от белой поверхности падает на грушу. Поэтому, видите, нижнюю правую часть я сделала светлой. А также блики. Не забываем про блики, они делают грушу очень аппетитной, хотя очень четкие блики здесь тоже не очень уместны, поэтому я их вот таким образом смягчаю кисточкой, пока это все дело у меня сырое. Если блики вы забыли оставить или вдруг все там затекло, можно сразу же очень быстро протереть их кисточкой. Тут же ухожу на тень. Для тени использую все те же цвета. И вот здесь как раз я уже добавила капельку индиго. Тень не набираю тоже в один прием, потом я ее тоже могу усилить, но однако стараюсь все-таки сделать максимально приближенно ее сразу. Черешок, черенок груши также изрисую теми же цветами, смотрю, показывая его объем, где у него теневая часть, где освещенная, и ничего страшного, если чуть-чуть черенка уйдет в саму грушу, потому что еще груша не просохла. Внимательно смотрим на натуру. На самом деле она нам всегда подскажет, где и что нужно добавить. Работа у меня полностью просохла, и вторым слоем я хочу усилить кое-где, затемнить ее участки. Поэтому я сейчас активно использую индиго, добавляю в мою смесь из красного и желтого и получаю вот такой более глубокий цвет. Помню, что это целлюлоза, поэтому работаю на ней очень аккуратно, чтобы не повредить первый слой, слишком не размывая, но все-таки можно легонечко сначала увлажнить фрагмент бумаги, вот как я делаю это сейчас, а потом в него добавлять цвет. Тогда реально работать вторым слоем, так, чтобы не было грубых краев этого второго слоя. Хотя вот даже уже
груша однослойная получилась довольно живописной и объемной, поэтому она не особо-то нуждается во втором слое, но мне захотелось немного добавить, сделать ее еще более объемной, и поэтому я вот вторым слоем ее и дорабатываю. Также надо усилить тень. Тень у меня, конечно, получилась очень прозрачная, поэтому вот я добавляю еще темноты. От черенка тоже падает тень, поэтому не забываем про нее. Это прям добавит такую фишечку и реализма в работу. Тень от черенка на груше. В общем-то, груша практически готова. Нужно показать кое-где ее фактурные пятнышки. Даже они не фактурные, а просто пятнышки, точечки. Грушам это характерно очень часто, поэтому я сейчас этим займусь. Нужно подгадать степень насыщенности цвета и сделать вот такие пятнышки на груше и кое-где даже полосочки, которые особенно заметны в верхней ее части. Работаю я сегодня одной этой кисточкой. Она такая универсальная, у нее острая вершинка и, в общем-то, наполненное основание, которое позволяет держать много воды и краски в ней. Обратите внимание, когда вот эти мы штрихи делаем, работа должна быть полностью уже просушенная. Чтобы пятнышки не получались чересчур четкие, одинаковые, я кое-где помогаю пальцем. То есть прям так промакиваю, у меня появляются такие отпечатки уже менее предсказуемые и более реалистичные для груши. Ну вот, в общем-то, и все. Получилась вот такая груша. Мне она нравится, она получилась аппетитной, настоящей. И секрет в том, чтобы понять, чем понравилась конкретно эта груша, которую вы изображаете, чем вам нравится эта натура. И мы подмечаем эти моменты и отражаем их в своей работе. Надеюсь, сегодняшний мастер-класс оказался вам полезным. Вдохновения вам и успешного творчества!